Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о своем новом стабилизаторе для смартфона Zhiyun Smooth Q3. Нет, не волнуйтесь, это ролик не о распаковке. Это ролик о новичке-блогере, который впервые купил себе стабилизатор для смартфона. Я с удовольствием смотрю ролики, где люди делают что-то впервые. Часто свежий незамыленный взгляд позволяет обнаружить скрытые нюансы, которые опытному человеку даже не придут в голову. Такие нюансы обнаружил и я. Вот о них сегодня и пойдет речь. Я расскажу вам о сомнениях, которые преследовали меня при выборе стабилизатора, что меня беспокоило, что оказалось в итоге. Расскажу о сложности, которые возникли при использовании и освоении стабилизатора. Если вы досмотрите ролик до конца, я поделюсь секретом, как избавить стабилизатор от странных глюков, рывков при повороте вокруг своей оси. Я снимаю довольно немолодой смартфон Xiaomi Mi 2 Lite. Камера у него вполне приличная, может снимать даже 4К, но правда только 30 FPS. Камера у этого смартфона не имеет оптической стабилизации, поэтому снимать с рук совершенно нереально. Внешние кнопки управления громкостью у этого смартфона находятся немножко сбоку, а вот кнопка включения и выключения расположена почти по центру. Изучая в интернете разные стабилизаторы, я терзался сомнением, не будет ли крепление для смартфона одновременно нажимать кнопку выключения. Хорошо, предположим, я установил смартфон, но как мне включить его? Ведь кнопка окажется заблокирована креплением. Загадка. Незадолго до покупки стабилизатора я приобрел микрофон-петличку Boya с проводом длиной 6 метров. Вот сейчас я через него записываю. Сразу возник вопрос. Если я провод от микрофона воткну в смартфон, а смартфон закреплю на стабилизаторе, не будет ли провод перевешивать стабилизатор и нарушать балансировку? Не придется ли мне покупать еще один микрофон? Вопрос. Все, кто рассказывает о стабилизаторах, не только об этом, обо всех, уверяют, что родное приложение стабилизатора под Android работает всегда очень плохо. Тогда возникает вопрос, а будут ли другие сторонние приложения работать с этим стадикамом? Хотелось бы, чтобы хотя бы кнопка включения запускала запись на смартфоне. Вот основные сомнения, которые мучили меня при выборе. В итоге я выбрал стабилизатор Zhiyun Smooth Q3 скорее наугад. Все-таки фирма солидная, стабилизатор достаточно мощный, может быть, и заработает. Теперь давайте посмотрим, что оказалось на самом деле. Как зажимается телефон? Оказалось, что прекрасно зажимается. Внутри крепления стабилизатора есть паз, в который попадают кнопки, и эти кнопки не страдают, стабилизатор их крепления их никак не зажимает. Как включить смартфон, если кнопка включения недоступна? Поначалу я пользовался для включения сканером отпечатка пальцев, тоже вариант. Но неожиданно я вдруг обнаружил, что короткое нажатие кнопки «вкл» оживляет смартфон, и экран его начинает светиться. Оказалось очень удобно. Стабилизатор легко справляется с проводом микрофона. Нужно только заранее его сбалансировать. Мотор достаточно мощный, и стадикам практически не замечает этого провода. Я зажимаю провод рукой, чтобы он не болтался, и все получается прекрасно. Конечно, в реальности пользоваться микрофоном с таким длинным проводом неудобно. Лучше приобрести навесной микрофончик, который надевается прямо на смартфон. Теперь об управлении съемкой со стабилизатора. Оказалось, что функции кнопки громкости на смартфоне можно настраивать. Нужно просто найти приложение камера, в котором это можно делать. Если настроить эти кнопки в режим старт-стоп камера, то нажатие кнопки «Пуск» на стадикаме
будет включать, запускать запись на камере. Также повторное нажатие будет запись останавливать. Оказалось очень просто и удобно. Остается еще неиспользованная кнопка Zoom на стабилизаторе. Но, как и уверяли во всех роликах, электронный зум на смартфоне работает очень плохо и хорошего результата не получишь. Поэтому им лучше не пользоваться. Ну и зумом по факту я и не пользуюсь. Хотя, если снимать через родное приложение Zhiyun, то эта кнопка будет вполне себе работать. Приложение для съемки, которое я в итоге выбрал, перепробовав множество приложений камер, будут в описании под видео. Итак, первые сомнения успешно разрешились. Можно приступать к съемке гениальных роликов. Первое впечатление – эйфория. Картинка не идет ни в какое сравнение со съемкой без стабилизатора. Хочешь беги, хочешь прыгай, все ровненько, гладенько, отлично. Но мгновенного чуда не произошло. Оказалось, что работать со стабилизатором нужно учиться. У стабилизатора множество режимов работы, и хотя они и описаны в инструкции, но когда и как их применять, не очень понятно. Поначалу я использовал все эти режимы достаточно хаотично, случайным образом, но постепенно приспособился, понял, когда что нужно включать, какой режим. Отсняв несколько сюжетов, я обнаружил странное поведение стадикама при повороте в горизонтальной плоскости. Держа стадикам в руках и поворачивая его в горизонтальной плоскости, иногда обнаруживаешь странный рывок, едва заметный рывок. Такое ощущение, что стадикам как бы себя подкручивает немножко. Такое впечатление, что он следовал за тобой, а потом подумал, что что-то как бы он отстает и решил быстренько догнать. Вот я начинаю вести вправо стабилизатор, я веду его, веду. Раз, видите, он как бы чуть-чуть докрутился. Я много экспериментировал, пытаясь понять, в какой момент и по какой причине этот рывок происходит. Но четкой системы мне так обнаружить и не удалось. Поначалу я даже выдвинул версию, что стабилизатор учитывает магнитное склонение, и его рывок зависит от сторон света. Допустим, когда проходишь через север, он чуть-чуть подкручивает, когда возвращаешься к югу, он возвращается обратно. Но, правда, подтверждения этой версии я пока не обнаружил. Ну, нельзя сказать, что этот рывок сильно мешает. Если знать о нем и выбирать правильный режим, то рывок практически не случается. Но все-таки непорядок. И я стал искать способ избавиться от этого рывка совсем. Я даже написал в техподдержку Zhiyun, описав проблему, приложив фрагменты видео, где этот рывок происходит. По-английски это будет jerk. Мне быстро ответили, техподдержка, и после некоторой переписки о том, мол, что вы неправильно двигаете рукой, мне все-таки дали хороший совет. Оказалось, есть очень секретное и полезное приложение, которое позволяет тонко регулировать настройки стабилизатора. Вот я захожу на сайт Zhiyun Tech, захожу в раздел «Скачать». Дальше я ищу свою палку Smooth Q3. И дальше я вижу слева, вот здесь, средства обновления, Calibration Upgrade Tool и Zhiyun USB Driver. Вот это то, что вам нужно скачать и установить. Подключаем стабилизатор к USB-порту, к компьютеру. Переводим стабилизатор в стендбай моду. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку мода, пока не замигают все лампочки. После чего мы открываем утилиту и вот слева вверху нажимаю кнопку Open и перехожу в раздел Setting. И вот я вижу все настройки, которые можно регулировать.
Вот с помощью этих настроек мы можем тонко управлять стабилизатором и избавиться от неудобных рывков, джерков. Нам нужен раздел Dead Band, зона нечувствительности. Этот параметр отвечает как бы за задумчивость стабилизатора. К примеру, начиная поворачивать стабилизатор вокруг своей оси, но он не сразу откликается на движение, а немножко ждет, пока мы повернем на определенный угол. И только потом следует за движением. Вот этот угол можно задать. Можно задать этот угол для всех направлений: в горизонтальной плоскости, и в вертикальной, и во всех трех. Сейчас нам нужен параметр pan, от слова панорамирование. Грубо, это поворот вокруг вертикальной оси. По умолчанию у меня было установлено значение 5 градусов. Значит, после поворота свыше 5 градусов стабилизатор начнет двигаться за моей рукой. Вот, попробуйте поиграть с этим параметром. Поставьте, например, максимальное значение 30 градусов. И посмотрите, что получится. Это достаточно любопытное зрелище. Нас интересует два значения: pen и roll. На самом деле техподдержка Zhiyun мне рекомендовала уменьшить значение roll. Но я попробовал уменьшить также значение pen, что дало не менее интересный результат. Вы можете поставить эти значения, допустим, сделать значение единичка или 2 градуса, 1 или 2 градуса, после чего нажимаете кнопку Save справа внизу, и эти значения записываются в стабилизатор. Сделайте и посмотрите, как это повлияет на рывки и на удобство использования. Я заметил, что рывки тем больше, чем больше параметр pan. Если установить параметр pan в 0, а такое разрешено, то рывки почти исчезнут. Ну, все-таки почти. Думаю, трясущиеся руки сильнее влияют на стабильность картинки, чем настройки. Стабилизатор новый, и обновления прошивки еще пока не появились. Но я надеюсь, что после обновления рывки исчезнут полностью и не будут досаждать. В том же приложении можно настроить удобную для себя скорость джойстика, причем отдельно по всем 3 осям. Это достаточно удобно, поскольку позволяет настроить скорость под ваши привычки, как вам удобно двигать джойстиком, поскольку джойстик достаточно хорошая, полезная штука, и мы будем пользоваться. Я дальше покажу, как можно снимать панорамирование, вообще исключив любые джерки и любые рывки. Смотрите дальше. Мои исследования убедили меня в том, что этот рывок, этот джерк, это какая-то задумка разработчиков, программистов. Это не глюк мотора, который вращает смартфон вокруг вертикальной оси. Поскольку джерк происходит не только, когда ты держишь палку вертикально, а если ты держишь ее немножко горизонтально, и работают у тебя в этот момент работают у тебя все 3 мотора, то все равно джерк происходит по оси панорамирования точно так же, как если бы ты держал палку вертикально. Ну что ж, подождем обновления от Zhiyun и посмотрим, как они это поправили. Ну, а теперь я расскажу вам о том, как я наловчился снимать, избегая всяких рывков. Итак, как же нам снять панораму без рывков? Ну, я нашел для себя 2 способа. Первый способ – есть режим POV, такой, при котором вообще никаких рывков не происходит. Вы можете свободно вести стабилизатор вокруг своей оси, ничего дергаться при этом не будет. Правда, в этом режиме стабилизатор просто следует за вашей рукой. Кстати, очень важно отметить, что я сначала, читая описание, меня смущали такие слова: в этом режиме блокируется такой-то мотор, в том-то режиме блокируется другой мотор. Я думал, как же он блокируется и перестает стабилизировать? А вот нет. Стабилизация происходит в любом режиме. Какой бы вы ни выбрали, все равно картинка стабилизируется. Но стабилизируется с разной степенью. Вот, например,
в режиме POV она стабилизируется меньше всего. То есть вы можете спокойно вести, она идет за вашей рукой, вот, но тряски при этом все равно не происходит. В других режимах, в режиме L, например, стабилизатор будет пытаться сохранить то положение, которое у него было изначально, так как будто бы он смотрит в одну точку. Но для себя я выбрал другой способ делать панорамы, которые вообще избавляют от любых досадных джерков или рывков. У нас ведь есть прекрасный джойстик, который с помощью утилиты я настроил так, как мне удобно. И когда мне нужно сделать панорамирование, я просто применяю для этого джойстик. И у меня все ровненько идет в одну сторону. Я могу двигаться с разной скоростью, как мне хочется, побыстрее, помедленнее. Мало того, джойстик позволяет двигаться в разных направлениях. Он может и поворачиваться вокруг в горизонтальной плоскости, и одновременно вертикальной. Вот. Это надо, конечно, приловчиться, но это все возможно. Несмотря на мелкие недочеты, стабилизатор Zhiyun Smooth Q3 себя оправдал. И именно тем, что когда у тебя в руках появляется такая чудо-волшебная палка, хочется снимать все больше и больше новых, интересных, необычных роликов. Снимать их с разных ракурсов и с разных точек. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Мы еще снимем с помощью нашей чудо-палки много-много интересных сюжетов и расскажем много интересных историй. До свидания.